Вы смотрите Climate Change о климате, катаклизмах, прочих стихийных явлениях и происшествиях на Земле. И это очередная сводка новостей о событиях, которые происходили в прошедшие дни. В Хиросиме на японском острове Хонсю, а также по всей территории острова Кюсю прошли экстремально сильные дожди. Стало известно об одном погибшем во время оползня. С 12 августа 2021 года 1,5 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, поскольку западные части Японии готовятся к еще более сильным осадкам. Власти объявили высший уровень предупреждения об эвакуации, который носит рекомендательный характер. В городе Унзен в Нагасаки в пятницу 13 августа 2021 года сошли селевые потоки, поглотившие 2 дома с 4 жителями. Одного человека удалось спасти, 1 житель погиб, еще 2 считаются пропавшими без вести. Более 150 военнослужащих, полицейских и пожарных отправились на место трагедии для проведения спасательных операций. В районе горы Унзен на острове Кюсю за 2 суток до 13 августа 2021 года выпало 724 мм осадков. В городе Симабара, префектура Нагасаки, за тот же период зарегистрировано 504 мм дождя. В населенных пунктах префектуры Фукуока наводнение было настолько сильным, что спасатели вывозили местных жителей на лодках прямо по затопленным улицам. Министерство земельных ресурсов заявило, что уровень воды в реках, протекающих через Хиросиму и южную часть Кумамото, чрезвычайно высок. Японское метеорологическое агентство прогнозирует на территории страны новые ливни в течение ближайших нескольких дней. В 2021 году на Японию также обрушились ливни, вызвавшие наводнения, в результате которых погибли десятки людей. Юго-западу страны был нанесен значительный ущерб. 5 городов в китайской провинции Хубэй объявили красные погодные предупреждения о сильных ливнях, во время которых 11-12 августа 2021 года погиб 21 человек. Почти 6 тысяч жителей были эвакуированы. Трагические инциденты произошли в районе Люлин, города Суйчжоу, расположенного на севере провинции. Более 2500 зданий пострадали от наводнения, нарушено электроснабжение, транспортное сообщение и связь. Количество осадков в некоторых частях Суйчжоу за 12 часов превысило 100 мм, что спровоцировало наводнение. 12 августа в городе Ичэн выпало рекордное количество дождя – 400 мм. Местами уровень воды достигал 2-х этажей. Из-за стихийного бедствия в регионе нет электричества и водопроводной воды. В наиболее пострадавших районах Суйчжоу, Сяньянь и Сяогань развернуты спасательные бригады. К вечеру четверга 774 водохранилища в провинции Хубэй были переполнены обильным ливневым стоком и превысили опасный уровень. Экстремальная погода в провинции повредила более 3500 домов и 8000 гектаров посевов. Общие потери оцениваются в $16,7 миллионов. Сотрудники службы спасения боролись за помощь пострадавшим от наводнения районам Черноморского региона Турции, поскольку число погибших увеличилось до 31 в результате 2-го стихийного бедствия. Потоки воды забросили десятки машин и груды мусора по улицам, разрушили мосты, закрыли дороги и отключили электричество в сотнях деревень. 29 человек погибли в результате наводнения в Кастамону и еще 2 в Синопе. Еще 10 человек находятся на лечении в больнице. Оппозиционные политики заявили, что пропало гораздо больше людей, и число смертей может резко возрасти. Менее чем за 3 дня в одной деревне недалеко от наиболее пострадавшего региона, Боскуртского района Кастамону, выпало около 45 сантиметров дождя. Управление метеорологии Турции заявило, что в центральном и восточном регионе Черного моря ожидаются более сильные дожди, что может привести к дальнейшим наводнениям.
14 августа 2021 года в Гаити произошло и было зафиксировано сейсмологами сильное землетрясение магнитудой 7,2 балла на юге страны. К счастью, до цунами не дошло, но угроза была объявлена. Предварительно установлено, что толчки начинались на глубине 10 километров. Катаклизм произошел в 40 километрах от коммуны Леке. Там проживает порядка 125 тысяч человек. В некоторых местах были разрушены постройки и здания. По данным местных СМИ, толчки ощущались в столице Гаити Порто-Пренсе. Также сильное землетрясение магнитудой 6,9 балла произошло у побережья полуострова Аляска в субботу 14 августа 2021 года. Эпицентр природного катаклизма был отмечен в 136 километрах к юго-востоку от населенного пункта Перривилл, где проживает чуть более 100 человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километров. Несмотря на силу подземного толчка, предупреждение о цунами не поступало. Большая часть суши у залива Аляска, где произошло землетрясение, является территорией заповедников дикой природы, поэтому здесь трудно заметить какой-либо сокрушительный эффект. Сегодня Аляска – это активный очаг сейсмической активности. Центр землетрясений университета в Фэрбенксе фиксирует подземные толчки в среднем каждые 15 минут. 75% всех землетрясений в США с магнитудой более 5,0 баллов происходят на Аляске. В ночь на 13 августа 2021 года в Керчи, в Крыму, выпала двухмесячная норма осадков. Из-за ливня в городе начался потоп. Из берегов вышла река Булганак, которая затопила улицы, стадион имени 50-летия октября, оптовый рынок, рыбоконсервный завод и сотню домов. Из-за наводнения в городе пришлось перекрыть часть улиц и поменять маршруты общественного транспорта. На линии не вышли троллейбусы. Администрация Керчи также рекомендовала жителям отказаться от поездок на автомобилях. Власти предупредили жителей Керчи о возможной эвакуации. Сейчас в городе работают несколько пунктов сбора, а также подготовлены автобусы для перевозки людей. Часть трассы Таврида, которая связывает Керчь с Симферополем и Севастополем, затоплена. Метеорологи прогнозировали дожди и грозы в Керчи также и 14 августа 2021 года. В Крыму объявили штормовое предупреждение. Гигантский айсберг А-74, равный по площади Лондону, столкнулся с шельфовым ледником Бранта на побережье Антарктиды. Удар был относительно слабым. При более сильном столкновении мог бы отколоться новый айсберг такого же размера. И сильные восточные ветры спровоцировали быстрое перемещение А-74, в результате чего он задел край ледника Бранта. В последние годы в западном секторе шельфа образовалась огромная трещина, получившая название «Пропасть-1». Территория площадью около 1700 квадратных километров находится на грани откола и скоро сможет стать айсбергом. Британская научно-исследовательская станция «Галлея», расположенная на леднике Бранта, в настоящее время не работает, так как лед в регионе нестабилен. Ее здание находится менее чем в 20 километрах от пропасти 1. Во время полярной зимы всех сотрудников станции вывозят, так как в случае откола айсберга или возникновения экстренной ситуации будет сложно и рискованно эвакуировать персонал, учитывая суровую погоду и сезонную темноту. И на этом пока что все. Если у вас есть интересные новости о климате или видео с места событий, присылайте их на электронный адрес, указанный в описании под видео. Спасибо вам за просмотр и активность в комментариях. Оцените это видео, нажмите на колокольчик и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Берегите себя. Выпуск озвучил Александр Тымачко специально для канала Climate Change.